Всем привет, меня зовут Антон Земляной, я фотограф, и на этот раз мы снимаем в Нормандии, во Франции. Сюда мы прилетели, мой любимый город Этрета, где мы снимаем фэшн-съемку для журнала Officiel. А наша задача состоит в том, чтобы сделать съемку на 12 полос, то есть это 12 страниц. Для этого нам нужно где-то 10 кадров, и 2 из которых на разворотном, то есть горизонтальные. Вчера мы провели весь день, смотря локации для каждого кадра, чтобы сегодня не тратить время и чтобы все у нас было распланировано. Мы обошли 19 километров по скалам, по пляжу, по городу, и у нас появилось какое-то четкое представление, что нужно делать. Историю мы снимаем с рыжей девчонкой, классной моделью, Настей Ивановой, которая прилетела вчера из Нью-Йорка. Она, правда, из-за джетлага поспала всего лишь часик, и нам нужно снять побыстрее, пока у нее не закончилась энергия. Протестируем вспышку, давай посмотрим. Сможешь в руках подержать, рядом со мной ходить? Провод. Ну нет, компьютер. Лучше провод. А у них здесь лето бывает или... Это лето. Пройди поближе ко мне, пожалуйста, Настя. Пройди, пожалуйста. У нас был зонт, да? Давай серебро отражатель просто, Паш, убираем. У нас был план А с большим зонтом, красивым, с мягким светом. План Б был маленький зонт, потому что слишком много ветра. Маленький зонт поломался. План С серебряный отражатель, чтобы чуть-чуть подсветить. И у нас в очередной раз стихия не на нашей стороне, не совсем. То есть вечер очень классно, потому что он создает атмосферу. Светлается трава, волосы. Но сейчас нужно еще справиться. Зонтик сломанный, отражатель держать трудно. Но чайки кайфуют. Если чайкам хорошо, то и нам должно быть тоже хорошо. Сейчас первый кадр, такой самый ответственный. Первым кадром сдается все. Раз, два, три. Чуть повернись сюда лицом. Еще раз, Паш. Ну, я хочу посмотреть на лицо твое. Чуть выше камеры смотри, вот в ту сторону. Хорошо, давайте. Ага. Повыше, подворот. Ага, здорово. Ага. Дань, а там не трясется у меня? Не видно? На самом нет, был один только. А потому что я снимаю снизу, чтобы она выше была. Раз, два, три. Ага. Здорово. Пониже подбородочек, пожалуйста. Ага. Раз, два, три. Настюх, ты молодец, сейчас мы просто смотрим, чтобы все там было, чтобы я голову не обрезал. А по выражению, чтобы не такой устремленность была вперед, не спокойствие, а вот именно так. Ветер дует, но ты все равно идешь. Прикинь, а так все очень круто. Сделаем десерт? Да. Давайте. Ага, раз, два, три. Настя, давай, оденьте Настю. Вот сюда, смотри. Мне кажется, снято, сейчас проверяем. Ну да. Да, снято. Круто, есть солнышко? Здорово. По техническим моментам у нас свет очень хороший, мягкий, и с открытого пространства он идет как-то немножко боковой, поэтому приятный. Но мы используем вспышку, чтобы чуть-чуть сделать его контраст не сочнее, чтобы не, потому что пасмурная погода, она как-то все делает более молочное, и это как в журнале, когда распечатается, может быть немножко скучновато. Поэтому мы стреляем вспышкой в отражатель, чтобы добавить вот какого-то элемента такой резкости, насыщенности и вот чего-то необычного, который ты не видишь каждый день. Приходится фотографировать очень много и ловить, пытаться поймать ракурс, ногу, волосы, свет, чтобы ассистенты успевали со светом бегать. Но мы справились, очень красивый кадр есть. Первый кадр сделан, и это круто. И сейчас будем делать второй кадр в траве. И пока погода именно такая, какая мы хотим. Пасмурно, нет дождя, немножко ветерка. Снимаем дальше. О, вот так красиво, ага. Посмотри в сторону ветра. Ладно, нет, да. Я боюсь. Угу. Можешь даже чуть-чуть прикрыться. Но это же классно, когда он летит. Ну, смотри, чуть-чуть, чтобы ты менялась каждый раз, чтобы не стоять. Угу, здорово. Он классно, когда летит, но может мы сейчас найдем еще другое, как он, по-другому. Здорово. Ага, отлично. Ага. А можешь встать ровно и вот прям смотреть на меня. Отлично. Угу. Здорово. Сейчас жду волосы.
Подожди. Ага. Угу. Все, снято. Мне кажется, снято, точно там, да. Вот это лето в Нормандии. Как вы все это и представляли. Слишком жестко. Волосы летают. Мы сейчас пытались снять третий кадр, было пару попыток, у нас пока не получается, потому что слишком много ветра и слишком все неконтролируемое. Потому что нам нужно, чтобы волосы были в правильном положении, чтобы не закрывали лицо хотя бы. В этом образе у нас юбка, в клетку которую нужно показать. Ветер все это раздувает, и приходится просто снимать. Ну ничего, мы сейчас добьем, и все будет хорошо. Это красиво. Сейчас. Хочется прям, чтобы там все правильно шло. Сейчас там должны быть. Мы сняли уже первые 3 кадра, и очень кстати, потому что у нас начинает появляться солнце и синее небо. То, чего нам не нужно. А нам как раз подходит пасмурная погода, чтобы создать вот это холодное настроение. И вот мы сейчас сняли 3 кадра, приехали туристы, а мы потихоньку пойдем вниз на пляж, где тень, чтобы продолжить нашу вот осеннюю историю. По второму кадру мы использовали такой трюк небольшой. Я снимал на выдержке 1,80-1,100, чтобы ветер, который шевелил, двигал траву и волосы раздувал, чтобы вот это движение в кадре поймать, но чтобы она оставалась достаточно четкой. И третий кадр был сложноватый, потому что мы стояли прямо на обрыве, и очень было много ветра. И мы пару раз пытались снять, и не получалось из-за того, что очень много ветра было. Пришлось переснимать, просто поймать, когда этот кейп и волосы были в правильной позиции. Окей, тест. Пару шагов, да. 1, 2, 3. Настя, посмотри на меня. Я добавляю еще треть. Окей, можем снимать. Здесь, наверное, не так серьезно. Можно чуть поромантичнее делать. На меня посмотри. Ага. Как здесь красиво, да? Вот это крутой кадр. Прям очень. Обычно мы для таких съемок охотимся за солнцем. То есть встаем до рассвета, красимся, чтобы поймать самый приятный свет. Но для этой съемки у нас она как исключение, потому что мы наоборот убегаем от солнца, чтобы придать холода всей истории. И, например, мы сняли на вершине, утром, пока было пасмурно, пришло солнце, мы перешли с тень на пляж, чтобы именно оставлять настроение холода, ветра, какой-то отдаленности от цивилизации. Сама суть истории, которую мне очень хочется передать, это рассказ про девушку, которая оказалась посреди вот такого сказочного места, но в кадр не попадать никакие кафе и не города, и как будто она пытается отсюда выбраться и найти свой путь. Чтобы поддержать вот это настроение, есть несколько элементов. Волосы, макияж, композиции, выражение лица. И у нас очень интересная одежда, у нас много клеточных элементов, которые именно по моде поддерживают всю эту историю и сделают ее очень четкой. Мы сейчас немножко переместимся под другую скалу, которая светлее. Мне кажется, она будет интереснее. Здорово, Настя, очень хорошо. Ага, здорово. Да. Ага. В таком красивом месте, как Этритат, очень легко сделать просто один шикарный кадр, потому что у нас уже такой замечательный пейзаж. Но нам, чтобы сделать из этой хорошую историю, нужно все как-то вот поддерживать на протяжении всей съемки. То есть, если у нас есть красивый кадр, где девушка идет уверенно, кадр по обрыву в сторону какого-то вымышленного города, то в других кадрах нам это настроение нужно поддержать, передать, чтобы это все совпало. И вот это самая сложная часть. И вот это, в принципе, как любой фотограф, нужно держать в голове.
нас есть час, чтобы пройти на пляж через этот такой туннельчик. Потому что нужно это делать во время отлива. Ага, здорово. Угу. Сейчас час 30 дня, мы сделали уже 7 кадров, так что очень хорошо продвигаемся. Мы зашли на вот этот пляж через пещеру, потому что здесь можно быть только около 2 часов в сутки во время отлива. То есть, или полночь, или вот в обед. Полночь мы, конечно, не можем снимать, поэтому у нас только 2 часа. Мы решили сделать 2 кадра, потому что здесь просто другие ракурсы. Здесь намного все ближе, и получается, что мы можем снимать и показывать скалы намного более громоздкими, в принципе, какими они являются. Вот, и сняли кадр, мне кажется, немножко сейчас все начинают уже вставать, потому что все мало спали, у нас из-за джетлаги вообще, по-моему, только был час, но она очень классно работает, хорошо держится. Сейчас сделаем еще один кадр, она переодевается в пещере. Раз, два, три. А чуть повыше подбородочек подними. Угу. Раз, два, три. Ага, отлично, еще раз. Да, Маш, спасибо. Вот это красиво. Вот когда было. Просто для меня она такая туристическая, прям, знаешь, села на камень в гальке и Ну, давайте поищем позу другую. И когда стоит, у нее энергия другая в кадре. Как будто она вот чик-чик такая-то графика. Давайте попробуем поставить, пожалуйста. Не, Антон, что-то не то, и по свету очень темно получается. Мы сейчас пытались сделать 8-й кадр. У нас было пара попыток, потому что что-то не получалось. Это вот переходили на тот пляж, в наше окно, когда был отлив. И вот почему-то кадр в плаще, почему-то вот не шел. Пробовали разные ракурсы, и сидя, и стоя. Что-то не то, что-то не то. Но так бывает часто, то есть вроде идет все как вау. Что-то все идет очень гладко, уже расслабляешься, что все хорошо работают, и бац, иногда, и как-то какая-то загвоздка, и все входят в ступор. Но мы сейчас пообедаем, сделаем себе перерыв, а потом посмотрим. Наверное, будем переснимать его, только пока непонятно где. Мы пообедали, попили кофе и пересмотрели последний кадр. На самом деле там были хорошие, и этот кадр снят. Наверное, все-таки вы все проголодались и немножко капризничали, и поэтому ничего не нравилось. А так он вписался, и, отличный кадр. Он немножко более расслабленный по динамике, но он может быть и частью истории, что она присела на камень и немножко расслабилась. И поэтому нам остается сделать 2 кадра. Один портрет, который мы сделали на пляже. Потому что нам очень понравилась эстетика, чистоты. И еще сделаем 1 кадр, опять поднимемся к церкви, и сверху вниз чуть-чуть травы, захватим чуть побольше моря, чтобы вписать его в остальные кадры, которые только с зеленью или только с морем. Начался дождь, пришлось снимать последний кадр очень быстро. Мы его сняли, но не успели записать процесс на видео. Но все хорошо, там есть 1 кадр, где она идет, смотрит в камеру и очень красивый, а нам 1 кадра достаточно. То есть все поехали уже греться, все закончили, все снято, 12 полос есть. И все, пойдемте греться тоже, потому что все уже промокли. Чао!